Друзья, всем привет! Сегодня у меня прогноз на четвертый тур российской премьер-лиги. И я выбрал для вас матчи Нижний Новгород Уфа, Ахмат Динамо и Ростов ЦСКА. Поехали! Поместил Нижний Новгород в контейнер и запускаю расчет. Сегодня еще также играют Спартак и Урал. Но по ним я пока не буду строить график, пока Руй Витория не идет. По Руй Виторию график я делал. Это то есть, ориентировочно, до ноября, может быть, он продержится. Там как бы уже будет кульминация. Прогноз по нему я еще делал в апреле, как только его назначили. Не понимаю, конечно, как его выбрали, но в общем так. Соответственно, по Спартаку пока кейсов там нет. Соответственно, будет такая большая турбулентность, потому что непонятки с этим тренером. Ну и в целом какая-то чехарда в команде. Много факторов влияющих, да, когда нет спокойствия в коллективе, есть постоянная какая-то аритмия, поэтому по ним пока прогноза не будет. Для тех, кто только присоединился, объясняю, что я делаю график прогноз по команде, по каждой, где красными и зелеными показывается состояние эмоциональной команды на текущую игру. Ну и, соответственно, красная это кризисная кривая и зеленая положительная. Далее уже потом делаю сопоставление графиков и уже потом делаю прогноз. Так, это у меня график по Нижнему Новгороду. Фиксирую его. Теперь сделал все то же самое по Уфе и запускаю расчет. Друзья, делитесь своими прогнозами, комментариями, если есть какие-то вопросы по методике или вы по технике тоже обращайтесь. Ставьте лайки, но кто только присоединился, подписывайтесь на канал. Фиксирую график Уфы. Теперь перехожу к паре Ахмат Динамо. Ахмат поместил в контейнер. Спускаю расчет. Сама по себе вот команда Динамо, да, достаточно интересно посмотреть, потому что есть серьезный административный ресурс, который хочет, чтобы команда стала чемпионом страны. Ну и, соответственно, всевозможными методами это будет история продавливаться. Что касается текущего матча, здесь Ахмат будет без основного вратаря. Это в минус, да. Посмотрим сейчас на графике, но здесь тоже нужно быть осторожным, потому что в любой непонятной ситуации ставь на Динамо какой-нибудь пендель на последней минуте или на последних 10 минутах. Здесь обеспечено. Смотрим. Фиксирую график. Теперь делаю все то же самое по Динамо и запускаю расчет. Посмотрел, мы 3 тура сыграли уже в АПЛ. И в 2 турах Динамо назначили по пенальти. Да? Какая-то интересная закономерность здесь наблюдается. Будем наблюдать. Плюс команда также не обременена Еврокубками, поэтому может спокойно готовиться к внутреннему чемпионату. Ждем графиков, дальше уже будет прогноз. Фиксирую график. Следующая пара Ростов ЦСКА. Ростов поместил контейнер и запускаю расчет. Очень неоднозначная какая-то история с Ростовом. Смена тренера. В принципе, неудачный старт, хотя команда достаточно такая сбитая. И, наверное, в принципе, и соперники на старте были достойны. И Динамо, и Зенит. Но вот с Химками на выезде не зацепились за победу. Сейчас игра с ЦСКА. Посмотрим, что покажут графики. Фиксирую график Ростова. Теперь перехожу к ЦСКА. Поместил в контейнер и запускаю расчет.
Фиксирую график. Предлагаю еще Алексея Березутского посмотреть, что там у него вообще на этот день как. Тоже кризисное преобладает. Но в целом, если посмотреть на год, как у него сложится, давайте посмотрим. Старт получился достаточно смазанный, но нет. В целом-то в большой перспективе этот последний кризисный период и дальше достаточно вот, что здесь может быть 15-11, середина сентября. Дальше очень даже хорошо. Ну, здорово. Перехожу теперь к прогнозу. Графики готовы. Теперь, собственно, прогноз. Что касается пары Нижний Новгород Уфа, здесь высокая доля вероятности у Нижнего Новгорода на ничью. Скрещиваются, да, кривые и выходит потом все-таки в красную зону. У Уфы достаточно хорошо они подходят к матчу в эмоциональном состоянии. За 700 здесь всего, ну да, будем объективны, около 600. То есть 730-600 здесь расстояние еще даже по отрицательной ниже. Есть провал какой-то, да, после игры. Поэтому здесь, ну, Уфа предпочтительней, но нужно подстраховаться победой ничья. Все-таки на Уфу, да. Но, не знаю, прошлый матч со Спартаком Нижний Новгород очень сильно перебрал. В плане энергетики обыграли. Да, должно быть, но как бы забили. Получается, в первом тайме 2 гола и потом отстоялись. Не знаю, сложно. Ну, с подстраховкой Уфа x2 получается. Ахмат Динамо, ну, у Ахмата вообще классный график. Классный график. 703. Динамо тоже неплохо. 500. Отрицательные здесь. И получается, по отрицательным, в принципе, одинаково. Посмотрел по тренерам, ну и про ту информацию, которую, в принципе, я в видео говорил, да. Может Ахмат первый тайм выиграть. Но Динамо победит. Смотрел я еще тренеров. Наверное, счет будет 1-2. Как-то вот так. То есть, возможен сценарий схожий с ЦСКА. То есть, в первом тайме будут проигрывать, а потом во втором отыграются. Так. Ростов. Неправильно здесь. Ростов ЦСКА. Блин, обе команды в кризисе. Продолжаются, да. Ростов прям на пике кризиса будет играть. Ну и ЦСКА тоже. Да, потом идет снижение 560. Здесь значение около 700. Посмотрели еще Алексея. Тоже он там кризисует. Но здесь сложно однозначно сказать. Потому что Ростов все-таки выглядит похуже. Поэтому мой прогноз здесь все-таки за ЦСКА. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.